Все слышали байки о том, что СССР погряз в экономических проблемах, потому и проиграл холодную войну и развалился. На самом же деле, к 80-м годам СССР был мощной экономической, военной и политической державой, и только бездумная политика Хрущева, застой Брежнева и предательство Горбачева развалили великую страну. В СССР конца 70-х, начала 80-х было все. Относительно небольшой чиновничий аппарат, вполне терпимая бюрократия, относительно США и современной России, эффективная военная промышленность, когда новые виды вооружений были дешевле и эффективнее американских аналогов. Прекрасное образование, благодаря чему ежегодно у нас появлялись десятки тысяч талантливых ученых, конструкторов, инженеров. Ввиду отсутствия возможности для утечки мозгов, все они оставались в стране. Настоящий патриотизм, вера в светлое будущее и готовность к трудовым подвигам – эту целеустремленность не смог искоренить ни Хрущев, ни Брежнев. Госплановая экономика не была идеальной, однако если бы были реформы и улучшения, а также была бы возможность для частного бизнеса, как это было при Сталине, то такая экономика стала бы более эффективной, чем в США. Какие были недостатки? Первое – это госплановая закостеневшая экономика, без частного сектора. При Сталине частный сектор закрывал дефицитные направления, производя товаров столько, сколько это было нужно. И таким образом исправлялись недочеты Госплана, которых не могло не быть, учитывая вычислительные способности того времени. Но Хрущев с Брежневым поставили на этом крест. ВПК при Брежневе стал работать абы как, финансировались многомиллионные однотипные проекты, оружие и техники производилось столько, что они еще новыми, с конвейера, отправлялись на консервацию, где хранятся и по сей день. И на этот явный переизбыток тратились миллиарды полноценных советских рублей. Сталинские артели, а по сути это и был частный бизнес, были ликвидированы Хрущевым, и именно поэтому в СССР было отставание и нехватка в производстве бытовой техники и электроники. США в 70-е и 80-е годы были слабы как никогда. Общество деморализовано проигранной войной во Вьетнаме, пацифисты максимально сильны и вряд ли были бы в восторге от войны с СССР. Система противоракетной обороны США не могла предотвратить ядерного удара из Союза, потому было два возможных исхода – проигрыш и оккупация от СССР, либо взаимное уничтожение обеих стран. Экономика США медленно скатывалась в кризис, наподобие Великой депрессии. То, что удалось урвать от Второй мировой войны, заканчивалось. Идеологию, если она и была, замещали пацифисты, сексуальные меньшинства, феминизм и начинающая набирать силу толерантность. И пришел бы Сталин. Сталин, принявший страну в 20-е годы, по сути аграрную, отсталую и с кучей проблем, сильно обрадовался бы, когда начал руководить СССР в 1981 году. Несмотря на все старания Хрущевых-Брежневых, СССР имела огромный задел, по большей части сталинский. Громадные возможности. И это действительно так, даже в 80-е годы СССР не хватало самой малости, грамотного и жесткого руководителя, кризис-менеджера, если хотите. И если из разрухи 20-х годов всего за 20 лет Сталин смог создать страну, которая выдержала натиск Германии и еще десятка стран с мощными экономиками, то представьте, что бы было сейчас 40 лет спустя. В мире была бы единственная страна суперсверхдержава, а остальные страны нам завидовали. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте, ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.